Привет, Арми! Добро пожаловать на Тай Хэнк и Джон Кук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и трогательных историй о BTS. От душераздирающих моментов до тихих эмоций, затрагивающих душу, мы рассказываем обо всем, что действительно важно. Не забудьте подписаться и оставаться с нами, ведь впереди еще много контента о BTS. После того единственного селфи после камбэка все изменилось. Не было никаких объявлений, никаких объяснений, только Тай Хэнк, Джон Кук и такая тяжелая тишина, что армии плакали. Сначала это выглядело как простое фото, но через несколько минут фанаты почувствовали, что-то не так. И что бы ни произошло между Тай Хэнгом и Джон Куком, это оставило глубокую боль в сердцах тех, кто смотрел. Когда появилось селфи, интернет взорвался. Тай Хэнк и Джон Кук снова улыбались, стоя рядом, как будто ничего не изменилось. На мгновение армии поверили, что долгие месяцы молчания, напряжения и бесконечных слухов наконец-то закончились. Надежда вернулась, теплая, знакомая, утешительная. Но потом фанаты присмотрелись. Улыбки не доходили до их глаз. Расстояние между ними казалось громче любого подписи. И почти мгновенно теории распространялись быстрее, чем сама фотография, потому что это было не просто селфи, это походило на послание, тщательно выверенное, тихо контролируемое, призванное успокоить мир, скрывая при этом нечто более глубокое. По мере того, как проходили часы без каких-либо продолжений, ни прямых трансляций, ни подписей, ни игривых взаимодействий, волнение постепенно сменилось беспокойством. Армии начали пересматривать старые видео, сравнивая язык тела, вспоминая интервью и обещания на сцене, где они клялись, что ничто не сможет их разлучить. И внезапно контраст стал еще больнее. После всего, что они пережили вместе, эта тишина казалась тяжелее любого скандала. Затем появились детали, которые окончательно разбили сердца фанатов. Тай Хэнк ставил лайки под постами, но не оставлял комментариев. Джон Кук вышел в прямой эфир, но ни разу не упомянул селфи. Их имена, которые когда-то произносились так свободно, теперь избегались, словно они сделаны из хрупкого стекла. Именно тогда армии поняли, что этот момент возвращения не воссоединение. Это было напоминание о том, что закрытые двери уже что-то изменилось. Некоторые считали, что они отдалились друг от друга, другие думали, что они защищают друг друга от невыносимого давления. А некоторые боялись самой болезненной возможности, что связь, которую все считали нерушимой, теперь должна была существовать тихо, скрытой от мира. С наступлением ночи ленты новостей заполнились слезами, отредактированными постами и сообщениями. Больнее от того, что они все еще заботятся. Видна любовь, но видна и боль. И именно это по-настоящему опустошило фанатов. Не гнев, не предательство, а чувство сострадания. Потому что Тай Хэнк и Джон Кук стояли вместе перед миром, неся на себе тяжкие бремя. Это единственное селфи с возвращения группы стало одним из самых душераздирающих моментов в их истории. Не из-за того, что оно показывало, а из-за всего того, чего оно не показывало. По мере того, как тишина затягивалась, становилось ясно, что дело не только в расписании или времени. Каждое движение казалось продуманным. Джон Кук тщательно подбирал слова, внешне спокойный, но отстраненный. Тай Хэнк выражал себя через искусство и тихие образы, и без единого признания фанаты чувствовали эмоциональную тяжесть, которую они несли. Армии заметили изменения. Взглядный контакт, который задерживался на секунду дольше, чем нужно, а затем исчезал. Смех, который звучал тише, сдержаннее, словно раскрывать слишком много стало опасно. И это осознание ранило больше всего, потому что оно говорило о том, что они больше не свободны быть самими собой. Поздней ночью всплыли старые видеозаписи, обещания идти вместе несмотря ни на что, моменты, когда они поддерживали друг друга в самые трудные времена. Эти мемории сделали настоящее невыносимым, потому что они показали, насколько глубокой была связь когда-то и как тщательно теперь она оберегается. Некоторые фанаты говорили «вот как выглядит взросление», другие говорили «вот как выглядит жертвенность», но многие просто говорили «это как потерять что-то драгоценное без объяснения причин». Возвращение продолжалось. Рекламы, репетированные улыбки, отточенные интервью. И все же пропасть оставалась. Невидимой для посторонних, мучительно очевидной для тех, кто действительно наблюдал. Тай Хэнк и Джон Кук все еще были вместе, все еще улыбались,
Но тепло, непринужденность, неуслышанные утешения, которые когда-то определяли их, теперь ощущались тише, маленьким секретом, которым они больше не могли открыто делиться. И тогда Арми поняли нечто важное. Слезы не были из-за руморов или воображаемых финалов, они были вызваны состраданием, потому что иногда наблюдать за тем, как двое человек защищают друг друга, сдерживаясь, гораздо душераздирающе, чем наблюдать за их расставанием. С каждым новым выступлением и каждым тщательно смонтированным закулисным роликом фанаты искали смысл в мельчайших деталях. В том, как взгляд Джон Кука следил за Тайхэнгом, когда он думал, что никто не смотрит. В том, как Тайхэнг инстинктивно поворачивался Тайхэнг, Джон Кук, и тут же остановился, вспомнив о камерах. Эти паузы говорили громче слов, раскрывая привычки, мемории и близость, которые не исчезают за одну ночь. Еще больнее было то, что ни один из них не выглядел злым или холодным. Они выглядели усталыми, эмоционально замкнутыми, как люди, которые все еще переживают слишком много. И это осознание превратило печаль в нечто более глубокое, потому что оно предполагало, что дело не в утрате чувств, а в защите чего-то хрупкого от тяжести мира. Ночные посты начали рассказывать параллельные истории. Джон Кук делился мыслями о росте и силе. Тайхэнг публиковал фотографии, наполненные одиночеством и искусством. Фанаты соединяли точки, видя двух человек, переживающих одну и ту же боль по-разному, но никогда не произнося имен друг друга. Люди, которые когда-то находили утешение вместе, теперь идут рядом, в тишине. Со временем Арми перестали требовать объяснений и начали предлагать поддержку, потому что иногда любовь не нуждается в громких доказательствах. Иногда она выживает за счет сдержанности, дистанции и невысказанного понимания. Постепенно смысл того селфи с возвращения группы изменился. Он перестал быть вопросом или загадкой, он стал тихим поражением. Несмотря ни на что, они все еще вместе, даже если их близость выглядела иначе, даже если мир больше не мог видеть того, что их объединяло. И вот почему Арми плакали. Не потому, что история закончилась, а потому, что она повзрослела. Она превратилась в нечто более сложное, более болезненное и более реальное. Связь, которая не угасла, а трансформировалась в нечто, нуждающееся в защите. В глубине души фанаты верят, что однажды, когда давление спадет и время покажется безопасным, эта тишина наконец обретет смысл. А до тех пор это единственное селфи остается символом любви, терпения и самопожертвования, доказательством того, что некоторые связи настолько глубоки, что не нуждаются в объяснении, их нужно лишь почувствовать. Даже сейчас, спустя много лет после оригинального шока, этот момент живет в памяти Арми. Каждая улыбка анализируется, каждый шаг на расстоянии ощущается, каждая тишина несет смысл. Тайхэнг и Джон Кук больше не просто айдолы, делящие кадр. Это два человека, переживающие что-то сложное под непощадным светом софитов. И это осознание смягчило боль, хотя и сделало ее еще тяжелее. Любить их также означает принимать тот факт, что не все принадлежит публике, не все эмоции могут быть разделены, не все связи могут оставаться неизменными навсегда. Тем не менее, бывают моменты, вселяющие надежду. Непланированные секунды, когда инстинкт пересиливает осторожность, обмен взглядами, тихий смех, шаг навстречу, сделанный необдуманно. В эти моменты Арми вспоминают, почему они так глубоко верили в них сначала, потому что настоящие связи всегда оставляют следы. Оглядываясь назад, селфи с возвращения группы никогда не предназначалось для ответа на вопросы. Оно должно было заверить мир о том, что они все еще здесь, все еще движутся вперед, даже если путь Навы теперь выглядит иначе. И, возможно, это самая горькая правда. Рост может причинять боль, любовь может менять форму. Иногда самые сильные истории рассказываются не через драматические признания, а через стойкость, через решение остаться, через поддержку, даже когда тяжело. Арми плакали не от отчаяния, а от узнавания, потому что в Тайхэнге и Джон Куке они видели что-то глубоко человеческое, борьбу между тем, чтобы держаться и отпускать, между тем, что ты чувствуешь, и тем, что тебе позволено показывать. Тот единственный селфи после возвращения группы никогда не будет забыт. Он ознаменовал момент, когда фантазия рухнула, и реальность тихо вмешалась, честная, болезненная и бэбясная. Напоминание о том, что некоторые истории не заканчиваются. Они продолжаются в тишине, ожидая времени, когда их можно будет понять без страха. И до тех пор, пока этот день не наступит, Арми наблюдают с тихой верой.
веря, что то, что остается невидимым, все еще реально, все еще значимо, все еще живо. Заключение. Вот оно, Арми. Еще одна история, доказывающая, что самые крепкие связи не нуждаются в постоянном подтверждении, будь то ненавязчивые моменты в Итэвоне или непоколебимая поддержка на главных сценах. Тай Хэнк и Джон Кук показали нам, что настоящие связи могут пережить любую бурю. Если эта история тронула вас так же сильно, как и нас, не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться своим любимым моментом с Тай Хэнгом и Джон Куком в комментариях. Ваша поддержка помогает нам продолжать рассказывать эти трогательные истории. Подпишитесь на канал Тай Хэнк и Джон Кук, чтобы не пропустить ни одной части их пути. Увидимся в следующем видео.